Что, друзья, всем привет. Как там назывался один хороший советский фильм? Место встречи изменить нельзя, правда же, да? И вот сегодня мы с вами, как я вам и обещал, приехали на то же самое место. Вот. А идея, которую я хотел провернуть, я в том ролике упомянул в конце, что хочу кое-что сделать интересное. Ой, в общем, так как ночью судак подходит к берегу, он жует мясо с удовольствием. Вот, соответственно, он, значит, реагирует на запахи, да? Ну, по идее же так, да, должно быть. Вот, я хочу один интересный запах проверить. Если он сработает, это будет в натуре пушка. В общем, ребята, смотрите внимательно. Видите, что творится? Вон, видите? Сейчас вам все объясню, что это за фишка. Что за фича. В общем, вчера вот тут я рыбачил, в прошлом фильме вы это видели. На удочку клевала плотва. 2 штучки я домой забрал. Сделал такую же нарезку, как и из подлещиков, на которую я ловил судаков в прошлый раз. Вот видите, такие же полосочки. И заароматизировал все это дело я креветкой. Ароматизатор такой вонючий, едкий. Очень-очень сильно пахнет креветкой. Вот, я этот ароматизатор раньше добавлял на леща, пробовал. Ну, не скажу, что он как-то супер сработал. Мне кажется, что это дело вполне может сработать по судаку. Почему нет? Он же ест мясо, ест. На запах он реагирует. Так что попробуем. Ну, а снасти я уже забросил в то же самое место. Вот, одну буду кидать сюда чуть-чуть к перекату. Вторую, получается, вот, к выходу из той протоки. В прошлый раз у меня на эту лучше всего ловилось почему-то. Да, интересненько, что из этого выйдет, если честно. Но вид мне уже нравится. Я в каждом ролике, который сюда приезжаю, про это говорю. Ночной город очень-очень красиво выглядит. Если будет ловиться, это будет вообще шикарно. Да, должно ловиться. Судак сейчас жирует. Это его время. Один момент, понравится ли ему этот запах. Ну, посмотрим, что будет. Если не понравится, пойду ловить подлещиков, буду резать свеженьких. Как вчера будем все делать. Посмотрим. Правда, интересно. Такой эксперимент. Мы же рыбачим иначе. Пробуем, проверяем все. Ну и, кстати, не забывайте писать в комментариях, что еще стоит проверить. Пишите, это тоже интересно. Все проверим, все пробуем. А вот там вот, видите, фонарями светят. Сейчас темно, наверное, видно плохо будет. Но, по крайней мере, видно силуэты. Сейчас попробуем увеличить. Знаете, что они делают? Знаете, чем занимаются они? Они ловят на острогу. Ну, вернее, не ловят, просто идешь фонарем, светишь, видно, что плавает рыба. Она же осенью к берегу подходит. И все, острогу ее хлоп. И здравствуйте, как говорится. Такой способ лова. Он, кстати говоря, запрещен. Ну, представляете, пошел живца, думаю, поймать. Вроде стали появляться. Смотрите, кого поймал, охренеть. Просто подсадчиком. Это ясь. Вот так, никаких удочек не надо, да? Что, на живца пойдет? На судака, как думаете? Ну сколько? Ну, я думаю, это килограмм. Не меньше. Хороший какой. Я его, конечно, отпущу. Уви, давай, дружок. Да, ночь, конечно, интересное время. Так можно просто подсаком реально рыбу наловить. Но многие, еще раз говорю, ловят на острогу. Что не есть хорошо, как по мне. Ну, что касается живца, я не без живца. Удалось маленько поймать. Смотрите, окунёк есть. Ельчики, ёршик. Ну, пусть будет. Сейчас, если не будет клевать. Поклевок пока нету. Вот, чтобы не замерзнуть, холодно ночью. Думаю, подналовлю на всякий случай. Ух ты, елки зеленые. Блин. Не прыгнет на меня. Прикольно. Вот, кстати, ее можно на щуку закинуть. Охренеть, смотрите, какая большая. Вообще. Вот это жабище. Да, ночь, конечно, халявное время. Смотрите-ка, без удочек можно поймать рыбу, да? Вон просто подсадчиком нельзя поймал. Вообще, на самом деле, мне кажется, его можно было и руками поймать. Тут главное фонарь мощный иметь. Фонарем светишь, идешь, его видишь. Он просто на месте встает и ничего не делает, не двигается. Можно его любым способом взять, без всякой остроги, блин. Ой, ну это, конечно, неинтересно. Самый кайф — это вот по-честному на удочку поймать, увидеть поклевку, чтобы рыба взяла. Пока у нас поклевок, к сожалению, не было. Но я думаю, что все впереди. С судаком вообще есть такая история. У него, как правило, да, ну что-то в последнее время эти правила не очень у нас работают. Как правило, у него 3 периода активности, 3 пика, скажем так. Первый пик — это
вечером, когда солнце только-только на закат идет. Второй пик это ночью, где-то в 2-3 часа ночи. Но я сейчас говорю про позднюю осень. А третий пик активности уже начинается ближе к рассвету и на самом рассвете. Вот. Но в последнее время, знаете, вот какие-то вещи интересные. Вроде бы эти пики есть, вроде бы бывает и вечером ловится, и под утро, и ночью. А бывает такое, что клюет только там, допустим, с 3 до 5 утра. А бывает, что вообще не клюет. Вот. Не знаю, что сегодня у нас получится на этой рыбалке. Пока вообще активности рыбы нет, я не понимаю, в чем дело. Но при этом, конечно, в душе у меня оптимизм. Я надеюсь, что все будет хорошо. Так что ожидаем поклевку, ребята. Ух ты, елки ты зеленый, смотрите, что творится. Ого, нифига себе. Вот это загиб. Вот это да. Это что-то, елки-палки, капитальная, походу. На живца, да на крупного. Ой, тихо. Елки-палки. Оторвало крючок, что ли? Мне что-то кажется, это налим был. Нет, крючок на месте. Крючок на месте. Тут и вторую сейчас перезакинул. Тоже была поклевка. Да. Интересно как-то все. На мясо пока не было поклевок. Буду продолжать на живца. Их, честно говоря, у меня совсем не густо-то осталось. Да как сказать осталось, их и было-то не густо. Блин, слушайте, ну досадно. Что-то, мне кажется, было хорошее. Но на самом деле, да, вполне мог и налим быть. Это уже его время, он должен начать клевать. Проверяю крючок на остроту. Да нет, острый. Странно, почему не засеклась? Кстати, кидал-то не сильно далеко. Метров он 20 от силы. Ну да ладно, как говорится. Сейчас поймаем, ребят. Сейчас мы изловим эту рыбу. Да блин, еще и живец-то крупный, да? Ну вон, сами посмотрите на размер. О, все, 3 штуки осталось. Ну, достаточно крупноватые для крючков, которые у меня стоят. Крючки у меня рассчитаны все-таки на мясо. Если вдруг сейчас будет поклевка и она будет мимо, ну цепляю мясо и уже просто буду выжидать. Выжидать, чтобы что-нибудь клюнуло. Потому что да, она может быть не может заглотить живца. Хотя вряд ли это мелкая рыба была, видели, да, как тянуло-то хорошо. Ну ладно, ждем. Тем оно интереснее, слушайте. Хорошая рыба есть, и она начала подходить. Так, история повторяется. И опять здесь. И опять рыба на дальней донке, да? Но, давай, потяни так же, как в прошлый раз. Мы хотим тебя поймать, хоть посмотреть, кто это. Вот. Вот. Интересные, да, поклевки? То он заглатывает. Он тоже, знаете, судак, он как щука, он не сразу заглатывает на самом деле. Он может в зубах подержать живца какое-то время. Это вот когда на мясо он клюет. Мне сейчас на мясо придется закидывать, потому что у меня уже там живцов не осталось. Сейчас вытащим. Надеюсь, что вытащим с рыбой.
Ага. Ого, ого. Как давит. Какое давление. Есть рыба. Несложно догадаться, да? Интересный судачок. А может и судак хороший. Знаете, сразу не поймешь размер рыбы. Вот он пошел. Судак, ага, он глаза судачьи, наглые. Вот первая рыба достаточно поздно она клюнула. Ну, в том плане, что, блин, долго я ждал. Ну, а судачок, вот, смотрите, какой. Вот, сравнение с ногой. 46 размера сапог. Ну, я думаю, это килограмм. Да больше, наверное, даже. Наверное, больше килограмма. Вот он, ночной волчок. Клыки, покажи свои клыки нам. Красавчик. Вон они, клыки. Я так в шутку их называю волками. Не только из-за клыков. Но еще из-за поведения вот этого ночного. Красавец, красавец. Надеюсь, ты не последний. Все были бы такими, а? Ну, слушайте, этот живец еще даже брыкается. Живой. Хороший судак, спасибо тебе. Закину на него еще раз. А что, у меня было такое, я раз на одного живца 3 судаков поймал. А почему нет? Была такая история, что клюнул судак на живца, я его вытащил. Потом живца достал, он еще трепыхается, живой. Я его закинул, поймал второго, вытащил, он уже не трепыхается, он уже без башки. Закинул, короче, без башки и поймал третьего. Такая вот интересная мини-история для вас. Ну вот еще раз по поводу пика активности. О, какая картинка-то, а! Я бы сейчас покушал бы. Я сегодня судаков нажарю. Я хотел время вам показать. Вон 4:27. Вот получается. Ну вот первая поклевка, да, в районе 4 была. До этого нифига не было. Ну сейчас что-то шевельнуло опять. Там у меня стоит все тот же жеванный живец. Здесь у меня стоит мясо. Вот. Ну узнаем, на что же лучше клюнет, на мясо с креветкой или на живца жеваного. О, клюет, представляете? Это то, что я вам и говорю. Он просто его начал хавать, он сейчас и на мясо будет брать. Вот на одного живца. А может сейчас вытащим, и этого живца еще раз можно закинуть. Блин, ну вот так вот мне уже нравится, когда начинает ловиться. А то сидел, блин, слушайте, 3 часа вообще поклевок не было. Ой-ой-ой. О, это уже, по-моему, прям нормальный. Так, ну тут сейчас мы спешить с вами не будем, дамы и господа. Классно. Классно, классно, классно пошло дело. Вот он, пик активности, про который я и говорил. Когда он начинается, он начинает прям ловиться хорошо. Да вообще, на самом деле, по сути, пофиг на что. Мясо, живец. О, на второй клюет. Вторая на мясо. О, да там. О, нормальный судачок. Вот надо успеть за вот этот пик активности его наловить. На самом деле можно сейчас буквально за час прям дофига судаков взять. Вот, это прям хороший. Хороший, но вот... Хотя нет, заброшен. Вон они два, смотрите. 2 подряд. Может быть, это счастливый живец, надо еще раз его закинуть. Да. Как знаете, говорят, вот карась на жеваного червя клюет лучше. А клюет ли судак лучше на жеваного живца? Вот будет прикольно. Блин, ну классно. Блин, сидел, ждал поклевки. Ждал рыбу, и она начала брать. Странно, конечно, что когда я приехал, ничего не клевало. Почему только сейчас начало? Глубокой ночью, по сути. Мне, знаете, уже 3-й раз вот такая история происходит. Короче, вчера-то я приехал сюда рыбачить достаточно поздно, как мне казалось, да, я в районе 3 ночи начал ловить и сразу начало клевать.
Вот, я так подумал, что надо было приехать раньше, да, что типа надо там часов в 9, в 10 вечера начинать рыбачить, что я всю рыбу пропустил, а ни хрена подобного получается. Рыба начинает клевать только под утро, вот. Пик активности, по сути, ну, по крайней мере, у нас в городе вот в это время почему-то вот начинается ближе к утру, вот где-то с 3 до 6, но это вот мной замечено. Если кто-то заметил какие-то другие пики активности, напишите в комментариях, но лично мне это все, конечно, интересно. Раньше действительно было все когда по-другому с судаком, может быть, этот год какой-то аномальный. Обычно он, да, утро, глубокая ночь, вот, и вечер, то есть 3 пика активности. А сейчас он, по сути, один, и он вот прям ночью, ну, перед рассветом, чуть ближе к рассвету, скажем так. А за час до рассвета вообще совсем поклевок нету, сколько езжу вот в последнее время. Ну, вот, все только глубокой ночью, короче, происходит. Весь движняк. Клюнуло, что ли, опять? Опа! На мясо таки поклевка. Мясо привлекательнее, чем живец, да? Жеваный. Хотя он тоже должен, по идее, издавать запах. Так. И, кстати, говорят, здесь мясо с запахом креветки. Все как и полагается. Собственно, клюет на то, на что я хотел сегодня проверить, будет ли ловиться. А рыба, однако, есть. Однако кто-то сидит. Вот вам, пожалуйста, на мясо с запахом креветки. Первая рыба в истории на нее пойманная. По-моему, не крупная, как мне кажется. Вообще судак ли это, друзья? Или какой-нибудь лещ? Судачок. О, какие мы маленькие. Да, конечно, таких надо отпускать. Не дотягивает до зачета. Мелковат. Грамм 300 всего. Что же может заставить нормального человека проснуться, блин, в свой единственный выходной после 8 рабочих дней в час ночи? Я вот не знаю, наверное, обычного нормального человека ничего не может заставить, а вот рыбака может реально заставить желание рыбачить. И вот сегодня я проснулся именно с этой целью. Сегодня нас ждет рыбалка уже в известном месте, да, кто мои фильмы постоянно смотрит, знает, что за место. Это вот, где получается наш стадион Сибирь, где метромост, коммунальный мост. Вот здесь чуть-чуть немного выше по течению есть очень интересный участок. Не знаю, что получится сегодня. Сегодня очень холодно, уже осень у нас не то что все в свои лапы взяла, но уже потихоньку в разряд зимы переходит. Осталось вот-вот совсем немножко и будет уже первый лед. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Вполне может быть, что сегодня будет, ребята, налим. Так, ну что, чем же нас встречает река ранней ночью? Не ранней, а глубокой ночью. Но она нас уже встречает ветром таким холодным, пронзительным, как и полагается в это позднее время года. А еще встречает он конкретно мелководьем. Очень сильно все обмелело. Да, вода конкретно ушла, друзья. Не знаю, что у нас получится сегодня с этим всем делом. Вообще ужас, просто вода совсем ушла. Вообще просто один голый песок. Но там на островочках, как было классное место, так и осталось. Вон здесь на песочке вообще вон следы от автомобиля видны. Кто-то на машине проезжал. Офигеть, конечно. Вот буквально пару недель назад вот это все было в воде затоплено. А сейчас можно на машине до моего места доехать. Наверное, после роликов, которые вышли, да. Теперь здесь Эльдорадо, видимо. Ну, по крайней мере, кто-то по-любому был из подписчиков. Вот, смотрите, какой кошмар. Вот. Одни камни сплошные. Здесь была протока, помните, да? Я сюда по ней ходил. Здесь плавали у нас лещи, ези плавали здесь. А сейчас тут... А что тут сейчас? Одни камни. О, насколько вода ушла. Вообще жесть. Но это поздняя осень, да. Это нормальное явление для этого времени года. Вообще, были острова, а теперь, получается, тут и не острова, а просто берег. Ну, может быть, тем оно и лучше, да? До глубины можем докинуть теперь. Поближе бросать.
Я не стал всю эту вакханалию, друзья мои, снимать. Короче, пытался половить живца, но это все бесполезно. Поймать его сейчас нет возможности, его просто нет под берегом. В общем, поймал подсадчиком пару подлещиков и нарезал на мясо. Вот. Я уже не один раз в своих фильмах рассказывал, что судака, вот, и налима в том числе тоже можно ловить на кусочки мяса. Нарезаются они очень просто. То есть вот так же, как мы жарим, допустим, белую рыбу, нарезаем пластиками, а потом вот так вот пополам, можно ножницами, можно ножиком, аккуратно разрезаем. Получаются такие вот полосочки. Вот, самые вкусные, самые аппетитные для судака это вот с хвостиками. Ну вот где, получается, плавнички остаются. Вот, ну их, правда, немного получилось. Вот, в общем, на вот эту всю тему мы будем сегодня с вами рыбачить. Посмотрим, что получится у нас. Вот еще раз показываю, насколько упала вода. Сегодня я немножко другой тактикой буду действовать. Ну, в том плане, что чуть-чуть я отодвинулся ниже по течению, потому что, не знаю, по какой причине, но, по крайней мере, возле переката, вот здесь вот, где я ловил, вроде бы и перекат интересный, перспективный, но рыба почему-то всегда, судак здесь клюет вот чуть ниже. Я обычно вот здесь вот кидал, вот в этом месте. А сегодня прям решил еще пониже, прям вот здесь закинуться. Кстати, так вот посмотрел, здесь приямочек есть. Вот, ну посмотрим, чем закончится рыбалка. Снасти заброшены, колокольчик ожидает поклевки, и мы тоже ее ожидаем. Вот, маленько холодно, друзья, но я думаю, когда первая поклевка произойдет, она согреет душу. Так что скорее уже поймать судачищу. А может быть налима. Налим должен клевать, слушайте, уже. Это уже его время этого усатого червя. О, представляете, клюет. Во, на тот самый кусок мяса с плавничком. На самое-самое лакомство для судака. Да и налима тоже. Из-за того, что ветер тут встречный идет, кстати, далеко забросить не получилось. А может быть и не надо далеко кидать. Я в прошлый раз что-то пытался подальше забрасывать. Но возможно, что этого делать и не надо. Слушайте, ну, я думаю, что сидит, потому что звякало уже давно. Причем последние потяги прям хорошие были. Надо проверять. Неужели сразу мы с вами поймаем кого-то? Вот, только снял колокольчик, сразу вершинку загибает. Сидит. Ага, о, есть рыба, есть. Такое, блин, позднее время и клюет, да? А куда бы она делась? По-моему, не сверх, что-то крупное. Вернее, вообще не крупное. Но первый есть. Вот такой малышок. Малышок-судачок. Да. К сожалению, заглотил он очень сильно. Придется забрать. Вообще размер, конечно, неподходящий для того, чтобы забирать. Таких надо отпускать. Но, увы, ах, такое случается. Ну, какой хороший судачок попался. Не в плане размера, в плане размера маленький. В плане того, что у меня мясо, кусок целый остался. Плавничок только он откусил. Ну, вот можно повторно закидывать. Вот, когда активный клев, вообще на самом деле, вот на один кусок мяса можно много рыбу поймать. В этом плане эта насадка, конечно, выигрывает перед живцом, например, да. Вот, но все-таки, если не активный клев, лучше перезакидывать чаще, потому что вот свеженарезанный кусочек мяса, он рыбу лучше привлекает. Это вот тоже такой проверенный факт. Не знаю, какой сегодня будет клев, потому что мы сразу поймали, это, конечно, большой плюс, это вообще круто. Может быть, ребята, правда, половим. Может быть, будет что-то сегодня с вами прям интересное у нас. Вот, я вообще, на самом деле, думаю, сегодня до утра остаться. Ну, посмотрим, как у меня с судаком все будет. Если судака прям нормально получится наловить, если налим будет, вряд ли я тогда буду прям до утра, до рассвета. Но если не очень половлю, то я еще бы на донке сегодня здесь порыбачил. Я прикормки взял с собой, червей, опарышей. Как бы в это время осеннее, позднее может все очень интересно быть. И вот трофейный лещ, например, он очень хорошо клюет в конце октября, начало ноября. То есть этот период тоже нельзя исключать по ловле крупника с берега. Да смотрите, как клюет. Поклевка-то какая. Сначала затишье было, поклевал, сейчас опять. Вот-вот, но это точно судак. Это судачья поклевка конкретно. Вот так вот у нас, друзья, сразу пошло дело. Вот это, по-моему, побольше. По крайней мере, то сразу он прям поддавливает, а? Смотрите-ка.
Такое позднее время рыба ловится, да? Я даже имею в виду не потому, что ночью, потому что уже поздняя осень все-таки, да? Но рыба, вот активность-то и начинается. Сейчас еще и скоро первый лед у нас. О, ну вот побольше. Побольше. Вот он, ночной волчок на мясо. Все, ребята, на мясо. Не знаю, было бы лучше на живца, не лучше. Но эта насадка прекрасно работает. Особенно поздней осенью. Летом как-то на нее хуже клюет, не знаю почему. Ну, судачок вот этот нормальный. Это, наверное, начало только зачета. Такой грамм 400. Ну, может, максимум 500. Таких уже можно брать. Парней, волчков ночных. Но вот сейчас насадка пришла в негодность. Все, уже это мясо не забросишь, оно совсем испорчено. Блин, хватило бы мне всего этого добра, друзья мои, на ночь. Ну вот, опять с плавничком цепляю. С плавничком у меня осталось всего 4 кусочка. Но у меня еще есть там остатки недорезанные, в принципе, поддечка. Да, не просто их сейчас ловить. Вообще, наверное, в идеале надо приезжать пораньше. Ну вот, ловить фидером и нарезать прям побольше их. Так, ну да, друзья, правда, интересно клюет. Опять у нас клюет только на одну донку, которая левее. Ну, кстати, может быть, дело в том, что я на нее поставил немножко другой грузик. Вот, и чуть подальше бросаю. О, может, в этом дело. Сейчас на второй тоже перезаброшу. Видимо, чуть-чуть да дальше рыба стоит. Совсем немножко. Ну, ночной город, кстати, прекрасен, да? Вот, смотрите. Никого нету, кстати, из рыбаков тоже. Вот. То там только вдалеке огоньки горят, кто-то рыбачит, то там, где устье Тулки у нас. Чуть, получается, ниже Бугринского моста. А здесь вообще никого. А зря не рыбачат, блин. Самое время, самая тема. Эх, ждем следующую поклевку. Вот там вот у нас стадион Сибирь светится. Вон он. Вон, видите, какое небо красивое. Красивое ночное городское небо. И, кстати говоря, я хоть сегодня и фонарем свечу, но на самом деле, в принципе, достаточно светло ночью в городе рыбачить. Вон они, снежинки. Это талисман нашей хоккейной команды «Сибирь». Кстати, отметьте в комментариях, друзья, кто смотрит хоккей и кто за какую команду болеет. Я болею за хоккейную «Сибирь». Играет она вот здесь, на этом стадионе. А я тут ловлю рыбу. Опа, сразу клюет. И опять на эту. Что же такое-то? Вроде разница между ними не сильно большая. Перезакинул я тут тоже подальше. Я думаю, здесь дело не в расстоянии. Не понимаю, правда, честно говоря, в чем дело. Но факт такой, что вот, которая ниже по течению, на ними клюет лучше. Так. О, вот это уже хорошо. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну да, после такой поклевки-то мелочь не могла взяться, ребят. Ну вот это хорошая рыба. Это хорошая рыба. Она хорошо и мощно тянет. Фу, блин, ну порывы ветра-то какие сегодня, а, слушайте. Конечно, прям такая тренировка перед зимой, перед первым льдом. Ух ты, тихо, 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 тихо. Тихо, тренировка. Вылаживать рыбу, блин, голыми руками, конечно, жесть. О, хороший волчонок. Хорошенький. Вот, друзья мои, вот такой вот волчонок ночной. Ну, не знаю, каков его вес. Надеюсь, видно в камеру вам, да? Пишите в комментариях, кстати, видно ли ночную рыбалку мою. Вот такой. Но грамм 700, я думаю, будет. Так что рыба уже укрупняется. Это не может не радовать, да? Вот посвечу я, чтобы было лучше видно. Вот они, его клыки. Волчок ночной. Хорош. У меня насадка такая маленькая стояла. Прям небольшой кусочек мяса. Не знаю, сантиметра 4 всего лишь. Самый маленький из всех, которые я нарезал. И попался самый большой судак. До этого
судаки были меньше, клевали они на более крупные куски. Так это я к чему говорю? К тому, что, знаете, я уже не первый раз замечаю такой момент, что судаку на самом деле не нужна крупная насадка. Ни живец крупный, ни мясо. Не так же в плане спиннинговой ловли тоже. Он ловится на небольшие твистера, на воблерки, на маленькие, как правило. И берет-то хороший судак. Вот, это связано с тем, что он питается некрупным живцом в большей степени. Вот. Да, бывает, конечно, он на большого ловится, и бывает исключения. Но, как правило, ему нужна некрупная насадка. Вот дела с щукой, конечно, обстоят совсем иначе. Вот вы видели, что я в прошлых фильмах ловил щучку. Причем не сказать, что там какую-то супер крупную, трофейную, но каких я живцов ставил, там ельцы крупные, плотва, блин, подвязки такого размера, там грамм по 70, по 100 даже бывало, вот, и она с удовольствием брала. С судаком история совсем другая, в общем, он любит вот такие небольшие насадки, небольшого живца. У кого есть какие-то свои замечания по поводу ловли судака, друзья, делитесь в комментариях, на что вы его ловите, на какие насадки неординарные. На спиннинг, не на спиннинг, в каких водоемах. Ну, в общем, пишите все это дело в комментариях, ваше познание, ваши знания. Это все очень интересно, и мне это любопытно, и нашим зрителям, подписчикам. И спасибо, что вы делитесь своими знаниями, умениями, своим опытом в комментариях. Это очень ценно, друзья, правда. Вот, знаете, вот все вот это дело, то, что мы делаем, снимаем контент, оно все-таки в первую очередь для этого делается, правильно же? Чтобы вот нам, рыбакам, общаться, чтобы нам делиться информацией. Так что не забывайте это делать в комментариях. Я это очень ценю. Спасибо вам. Да, друзья мои, всегда немножко грустно наблюдать за вот этими вот желтеющими листьями, да. Такая чуть-чуть совсем доска на душе от этого. Но, знаете, времена года меняются, это нормальный, естественный процесс. После осени будет зима, наконец-то первый лед. После зимы настанет весна. Вот, и знаете, хочу вам пожелать, чтобы у вас в душе, в сердце всегда была весна, всегда было тепло, хорошо, чтобы расцветала природа внутри. Ну и чтобы, собственно, рыба ловилась, это тоже немаловажно. Вот. Я еще этот фильм не заканчиваю, я заканчиваю рыбалку, все, собираюсь, потому что у меня руки мои уже говорят: до свидания, Никита, хватит. Вот тело мое тоже замерзло с непривычки, хоть я и уже сегодня так по-зимнему одет. Вот, в общем, сейчас приглашаю вас к себе домой. Я тут один такой интересный рецепт приготовления судака выявил вот за последнее время. Так что рекомендую досмотреть этот фильм до конца. Покажу, как приготовить вкусного осеннего судака в домашних условиях. Ну, ребят, прежде чем приготовить судака, я хочу про гарнир рассказать. Вот, тоже недавно придумал такой интересный способ готовки. В общем, будем делать мы картошку, запекать ее в духовке. Нарезается она вот такими вот, получается, у нас, ну, прямоугольничками, как это назвать. Можно полосочками нарезать, то есть как картошку фри делать. Я немножко поленился, вот, сделал ее так немножко потолще. В общем, что касается рецепта, вот прям банально и просто все делается. Чеснок перетираем на терке. Вот, кстати, все эти вещи, чеснок, перец и соль, нам для готовки судака тоже нужно будет. Вот половину чеснока мы берем. Ну, где-то здесь у меня 4 зубчика получается на где-то 12 средних картошинок. Вот, все это вот так перемешиваем активно. Добавляем черный перец. Ну, перца много не надо. Немножко посыпали, все перемешиваем. Вот с картошкой поаккуратнее надо. Вот рыбу, конечно, можно солить гораздо больше, чем картошку, потому что рыба все, как известно, лишнее не берет. С картофелем лучше поаккуратнее. Так вот. По вкусу все делаем. Я вот люблю, чтобы было немножко побольше соли. Но никому не рекомендую злоупотреблять этим делом. Вот. Все это перемешивается, но на этом еще далеко не все.
Я вот, ребят, так сюда по-простому вам показываю, одной рукой все делаю. В общем, далее мы берем подсолнечное масло на поддончик его, который в духовку у нас пойдет. Знаете, картошка, она получится на самом деле, ну, скажем так, не знаю, наверное, на картофель фри похожая будет она. Вот что-то вот такое, она что-то среднее между картофелем фри и печеной. Вот, но на самом деле масла я сильно много не добавляю. Вот получается, чтобы у нас поддон вот так вот был смочен, этого достаточно. Вот, и далее вот очень важный момент, мы чуть-чуть добавляем, ну, где-то, не знаю, наверное, 2 примерно столовые ложки масла в картошку. Вот так вот. Вот. И перемешиваем все это. Если это не сделать, она будет подгорать, сгорать, будет невкусной. Ну, скажем так, будет немножко не то, что бы хотелось. А так она получается прям обалденная, как картофель фри. Под судака будет вообще тема. Все, потом мы эту картошку, получается, на поддон вот так ровненько раскладываем. Вот, такая тема. И вся эта тема убирается в духовку. Где-то минут на 20, на 25. Вот, и делается температура, я делаю 220 градусов. Вот 20-25 минут и получается вообще тема. Ну а теперь к самому главному переходим к судаку. Вот. Все очень просто делается. Ну, смотрите, я в последнее время стал добавлять в судака майонез. Вот. То есть это первое, то, что добавляется. Не сильно в больших количествах. Так скажем, его много не надо. Тоже, наверное, 2 примерно столовые ложки получается. Вот, майонез добавляется, перемешивается. Я его добавляю, потому что судак и щука, особенно щука, да, они немножко суховатые в жареном виде. Вот, а когда его подзамаринуешь в майонезе, чуть-чуть, вот буквально на часик, вот, то он получается такой более, ну, более нежный, что ли, когда его обжариваешь. Вот. Потом мы добавляем вот остатки чеснока, ну, где-то 2-3 зубчика здесь у меня получается. Все это тоже все перемешивается. Так что берите на заметку этот рецепт. Ну, ребят, повторюсь еще раз, не забывайте свои рецепты приготовления рыбы тоже писать в комментариях. Это все очень-очень нам интересно и познавательно всем. Вот. Далее мы солим. Вот. Что касается соли, ну, судака уже можно добавлять побольше, да. Рыба, что называется, лишнего не возьмет. Ну, тоже сильно борщить не стоит. Вот. Я люблю посолоноватее, скажем так. Вот, подсолили и добавляем перчика черного. Вот, у меня сегодня не оказалось, к сожалению, красного перца. Но я вам скажу такую вещь, что смешивание красного с черным перцем, ну, знаете, дает как бы офигенные свои плоды. Все, вот это все перемешиваем, оставляем на час, но потом начнем жарить. Ну вот, наша рыба и замариновалась, все готово. Ребят, слушайте, я стал жарить в последнее время не просто в муке, а муку пополам перемешиваю с манкой. Вот. Никакую я сюда приправу больше не добавляю абсолютно, то есть все просто. Просто получается мука, манка, пропорции пополам. Вот, и вот в этом деле рыба наша обваливается, и потом на сковородочку. Вот. Получается очень вкусно и хрустяще. Вот она, вкуснятина, друзья, жарится судак. Да, через камеру не передать этот запах. И получается очень-очень вкусно. То есть он пахнет чесноком. И это, знаете, прям вот на всю кухню запашок. А сейчас еще золотистая корочка появится. Это вообще будет самый смак. Вот такая вот вкуснятина. И очень просто готовится. Ну вот, ребята, все. На этой ноте мы точно уже закругляемся, завершаем эту рыбалку. Слушайте, ну, получилась вкуснятина. Вот уже не первый раз делаю таким способом. Судачок получается хрустящий. Внутри, когда ты его ешь, он такой, знаете, пропитан соком прям. И, ну, на самом деле это обалденно. Сочетание с вот такой печеной картошкой получается вот. Ну, а что касается рыбалки, не знаю, получится еще в этом году на судака съездить или нет. Но скажу вам такую вещь, что... Слушайте, я, ну, не то что подсел на эту рыбалку, я раньше на самом деле регулярно на него ездил, но мне очень сильно стало действительно нравиться вот эти вот поклевки судачьи и то, что ты можешь его дома пожарить, потому что, допустим, с мирной рыбой такого нету.
Потому что те лещи, которые до килограмма их обычно отпускаешь, подвязки тоже, да и как-то, ну, с ними не очень охота заморачиваться. Судак — это вкусная, благородная рыба, которая клюет прям в черте города. Так что такие рыбалки будут почаще. Буду стараться зимой тоже ездить на судака. У нас он весь сезон зимней рыбалки впереди, и на море у нас он тоже ловится. Ну, про мирную рыбу, естественно, тоже не буду забывать. Как говорится, с того, с чего начинал, забывать нельзя. Ребят, всем вам желаю ни хвоста, ни чешуи. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, ставить лайки. Всем пока-пока.